Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и сегодня у вас будет довольно простой обзор. Я вам расскажу про Google Pixel 6 Pro. Сейчас вход пишется на него сразу, звук пишется прямо на него. Безветренная погода, под Петербургом город Мурино. И что бы я хотел сразу отметить. Первое. Этот смартфон это не замена Samsung, это не замена iPhone 13 Pro, это не замена ни в коем случае OnePlus 9 Pro. Он рядом не лежал с Huawei P50 Pro, и он даже не бегал рядом с 11T Pro. Почему? Потому что у него довольно большое количество недостатков. И если вы фанат Pixel 6 Pro, я за вас рад, и я вам скажу, вы молодец, телефон хороший. Если вы не фанаты, можете объективно посмотреть на вещи. Если вы погуглите в сети сравнение фотографий слепые Гугла, айфона и всех остальных, вы увидите, что часть вообще в сравнении выигрывают Xiaomi какого-то черта. Если вы посмотрите по видеопримерам, очень редко, когда кто-то выбирает что-то не из разряда айфона, если это выгружается в сеть. На YouTube, в инсту, еще куда-то. И вопрос дня. Что же этот телефон, который благополучным образом целых 2 часа заряжается? Телефон, у которого самый тормознутый сканер отпечатка пальцев, который я видел. Реально полсекунды. Он намного медленнее всех этих смартов, а часть из них стоит вообще 30 тысяч рублей. Хотя он, даже если брать не сток, а, допустим, вы покупать будете в США, по нашему курсу выйдет практически в 70. То есть $900 плюс растаможка, плюс пересылка. Но в то же время, сразу спойлер, я не собираюсь его особо дико хейтить, несмотря на мои слова. Потому что если вы хотите что-то уникальное, что будет выглядеть вообще просто нереально по-другому, это только Pixel. Они сделали так, что стекло, вот мое субъективное мнение, которое моментально царапается что с фронта, что с тыла на этом телефоне, выглядит максимально дешево, хотя оно очень крутое. Они сделали так, что эта камера, которая по большому счету а-ля Cyberpunk, позволяет ему не гулять на столе, либо на какой-нибудь горизонтальной поверхности при просмотре фильмов, все равно будет вас бесить. Но, несмотря на то, что у него увеличение только в X20, а у всех остальных топов в X100, несмотря на то, что он не умеет снимать 8К, что у него убогие 690 тысяч баллов в Antutu, что он перегревается, и вполне возможно его допилят, но не допилят сборку, потому что так как качаются его качельки регулировки громкости, ну я пока не встречал. Несмотря на это, он стоит вашего внимания. Почему? Потому что вот это дело стоит около 40. Пусть даже в стоке, но те же 128 гигабайт это OnePlus 9 Pro. Крутой смарт. Xiaomi 11T Pro, если вы покупаете на Алишке, опять же, черт с ним, с распродажами, там, за 1045, тоже топовый смарт, у него супер быстрая зарядка, 20 минут, и свои лайфхаки у него есть свои огромные плюсы. И снимает это дело ничуть не хуже, вы увидите пример в ролике, я со всем этим делом сравню. Huawei P50 Pro, а он не только у DxO Mark является лучшим, это факт. iPhone 13, ну убейте меня нежно, все инстаграмщики не просто так на нем сидят. Mi Mix 4, где вы еще встречали фронтальную камеру, которую не видно вообще. И Samsung S21, который по большому счету, если вы фанат Samsung, является золотой серединой, его реально купить до 50, снимает он неплохо. И у него есть 8К. Вопрос к Google, что вы там сделали уникального? Переводчик? Серьезно? Внешность? Ну, наверное. И вот после этих слов сразу я его не хейтю, я его оставлю. Я даже вам больше скажу, я буду с ним ходить. Так же, как наказывать себя с iPhone 13 Pro, буду еще наказывать себя с ним. А вы узнаете о нем, наверное, основную часть это минусы, потому что плюсы, опять же, в рекламе понеслась. Как я купил Pixel 6 Pro? Довольно просто. Опять через почтой.com я заказал в Делавер, где у меня есть собственный адрес, как и у любого другого, кто зарегистрируется на почтой.com, посылку прямо на официальном сайте Google. У меня лично не получилось, я взял выкуп через оператора. Притом сейчас во время Черной пятницы у них выкуп бесплатный. Кстати, плойку 5 я попытаюсь купить за $499 в Walmart, но мне кажется, вряд ли это получится. Не об этом рассказ. Около $40 вышла пересылка, выкуп был со стороны почтой.com бесплатный, и я еще заплатил 15% с 6 сотен оставшихся долларов таможенный налог. В принципе, смарт получается 80 тысяч выходит. И учитывая, что на Авито дешевле, чем за 95 я его не видел, я считаю это максимально выгодная штука. Там я покупаю не только технику, но и шмот, но по большому счету я, наверное, сделаю отдельный стрим с тем, что я купил в США, потому что тот же MacBook вышел мне дешевле, так же, как и Apple Watch 7, который я, кстати, в перспективе разыграю, а еще я разыгрываю Pixel 5a, Pixel Buds A, и за ролик
ролик, я, наверное, раз 7 об этом вам напомню. И в описании к видео сможете найти ссылку на этот сайт, плюс мой персональный промокод на 10% скидку для доставки. И иногда это выгодно, особенно если крупный габарит заказываешь. К слову, завтра я про AirPods 3 буду рассказывать только через призму OnePlus Buds Pro. 1035 на YouTube. Всем привет еще раз. Меня зовут Саня, канал Польза.нет. Розыгрыши море, читаем в описании. Постоянно это 5 Mi Band'ов 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Завтра разыгрываю 10 Mi Band'ов на Черную пятницу дополнительно. А сегодня я расскажу вам о долгожданном смартфоне для многих, как и для меня, Google Pixel 6 Pro. Полетели. Распаковка. Коробка пришла целая и без каких-либо повреждений. Оформление в стиле Google, небольшое количество информации, название и изображение устройства. Комплект состоит из смартфона, кабеля для зарядки с USB-C на USB-C, USB 2.0 длиной 1 метр, адаптера быстрого подключения, скрепки для извлечения сим-карты и руководство пользователя. При том, как вы замечаете, блока зарядки здесь нет, максимально блок зарядки Pixel 6 Pro поддерживает в 30 Вт, но там есть свой минус, о нем я тоже расскажу. Летим дальше. В продаже имеется 3 цвета на выбор. Мутный белый, сорта Sunny, это что-то вроде золотистого, и бурный черный, который, собственно, у меня на руках. Размеры составляют 163 на 75 мм и на 1,4 мм в ширину вместе с камерами. И 8,9 мм без блока камера, весит устройство 213 граммов. В данном случае тыльные и передние части закрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus, которое царапается только в шум. Хотя, возможно, это царапается олеофобка с основного стекла, но тогда на тыльной стороне что, интересно, царапается, если не Victus? Дизайн угловатый, но так кажется только с виду. Держа телефон в руке, сразу чувствуется его обтекаемая форма. В руке без чехла он очень скользкий, мега скользкий, советовать не буду носить его без чехла, плюс замечаем, что он идет без защитной пленки, значит, по основной части экрана будет печаль сразу. Тыльная часть маркая, хотя производителем заявлен устойчивый к отпечаткам корпус. На корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, которая люфтит, разъем USB Type-C 3.1, ура, ура, iPhone 13 Pro с лайтнингом, учитесь. 3 микрофона с шумоподавлением, 2 стерео и 1 разговорные динамики. И последний это слот под одну нано-SIM. Но можно также подкинуть еще eSIM. Официальная защита от пыли и влаги есть, а именно IP68. Нет, его топить я не собираюсь, мне его жалко. Кнопки люфтят, кнопка блокировки очень туго нажимается. Плюс здесь нет разъема под мини-джек и нет АК-порта. Летим дальше. Смарт оснащен дисплеем на 6,71 дюйма огромным. Quad QHD плюс POLED с разрешением 2120 на 1440 точек. Плотность пикселей 530 ppi и это космос. Экран загнут. В солнечную погоду на улице все отлично видно. Частота обновления экрана 120 Гц, тач на 240 Гц. И как он работает, мне очень понравилось. Плюс у него есть функция плавный экран, что подразумевает под собой адаптивную герцовку. Дольше разряжается. Шим есть, я бы сказал, что от результатов я немного не в восторге. На 100% яркости шим составил 37%, на 50 81%, на минимальной 33%, на нуле 17%. Always on Display на борту и неплохой, десидиминга нет. Автояркость работает прекрасно. Под углом картинку бросает в холодный оттенок, мультитач берет все 10 пальцев, разблокировать экран можно только при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в экран. Срабатывает он не супер быстро, на OnePlus быстрее, а вот распознавание лица не завезли. Думаю, завезут позже. Также на экране расположена по центру фронтальная камера средних размеров, которую по желанию, как и у многих телефонов, можно скрыть в настройках специальной шторкой. Но из-за этого обрежется обзор экрана. Подбородок внизу экрана минимальных размеров. У данного устройства установлен процессор Google Tensor с 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2,8 ГГц. Обвес в виде сопроцессора безопасности Titan M2 и графического процессора Mali G78. Интерфейс Android 12, который выглядит достаточно приятно лично для меня. Оперативная память последняя, LPDDR5, и доступна только 12 ГБ. Внутренняя память тоже хорошая, на 13 UFS 3.1, и на выбор 128, 256 или 512 ГБ. И расширить ее SD-картой, как вы поняли, невозможно. Притом бесплатного Google Drive здесь нет. Из беспроводной связи имеется Wi-Fi 6-го поколения, Bluetooth версии 5.2, поддержка 5G сетей, но работать она будет, скорее всего, только в странах с официальной продажей. Сотовую связь ловит отлично, бенды 7 и 20 есть для 4G, вибро настраиваемый и не топорный. NFC поддерживается и Google Pay, разумеется, уже на борту. Из навигации GPS GLONASS Galileo QZSS и Beidou. GPS-тест на холодную показывает точность 1-2 метра в городских условиях. Емкость аккумулятора 5000 мАч, имеется поддержка проводной зарядки на 30 Вт и поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт. В PC-марке выдал 11 часов 18 минут и осталось 20%, что очень недурно. И тест я проводил на 120 Гц на автоматической яркости. Обычно я делаю максимальную, но здесь я сделал автомат, потому что мне ее за глаза хватало. До 50% заряда заряжается за 32 минуты от блока питания на 30 Вт. Зато до 100% он заряжался целых 2 часа. При том, что у некоторых
по отзывам, он заряжается от 0 до сотки от 30-ваттного зарядника за 1 час 10 минут. И это, скажем так, тайна, покрытая мраком. Почему так? За час игры в Genshin Impact улетает 27% при адаптивной герцовке и при максимальной яркости на средней графике 30 FPS. Играть в целом комфортно, не тротлит, но неимоверно сильно нагревается. Теперь к тестам. Тротлинг-тест прошел на 100 головках при 30 минутах, и результаты вы видите на экране. От себя добавлю, что они в целом хорошие, но не супер. В бенчмарке в сингл-коре выдал 1024, в мультикоре 2665. В 3D-марке прошел всего 2 теста, так как люто греется. Slingshot Extreme показал максимум, Slingshot выдал 5710. Вантуту показал неплохой результат в 687 тысяч попугаев, но мы все видели и больше, чем даже у 10 смартов это видели. Но не самые лучшие, особенно в сравнении с iPhone 13 Pro. В Storage-тесте показал 31 900 баллов. Стресс-тест я думал, что он не пройдет вообще, так как еще немного и было бы невозможно брать девайс в руки. Но все прошло успешно, и результаты вы видите на экране. Летим дальше. В тыльной части расположен тройной модуль, состоящий из основной камеры на 50 мегапикселей, оснащенной сенсором Samsung с углом обзора 82 градуса. Вторая камера ультраширик на 12, оснащена сенсором IMX386, 114 градусов угол обзора. И последняя телефото на 48 мегапикселей Sony IMX568 с углом обзора в 23 градуса. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, и также имеется оптическая стабилизация изображения и плавная стабилизация видео. Фронталка здесь на 12 мегапикселей, оснащена она тоже сенсором Sony IMX663 с углом обзора в 94 градуса. Максимальное разрешение для съемки 4К 30 FPS. Примеры вы сейчас увидите. Всем привет еще раз, и понеслась у нас пример съемки. Первое, посерединке у нас сразу вы можете услышать микрофоны Google Pixel 6 Pro. На правой части у нас Huawei P50 Pro, на левой iPhone 13 Pro. Одни прошечки, чувствуете? И если я начинаю двигаться, если фокус пытается меня поймать, все в стоке, никаких извращений, никаких попыток накатить джекэм либо что-то подобное. У Huawei, у iPhone 13 Pro картинка, как я еще раз повторяю, для меня идеальная для съемки в роликах. Потому что я обзоры снимаю на телефоны. Если мы попробуем двигаться потихонечку, то в движении, как вы видите, стабилизаторы работают довольно неплохо. Вот сейчас я, допустим, возьму и буду юзать это как селфи-палку. Как селфи-палка, главное не провалиться никуда. Пиксель отрабатывает, я уверен, великолепно. Huawei отрабатывает, я также уверен, великолепно. И не менее великолепно, я уверен, отрабатывает iPhone 13 Pro. И к чему это все? К тому, что по большому счету, когда вы выбираете среди таких мастодонтов, что будет снимать лучше, вы должны четко понимать, что все это топы. И одному будет нравиться одна картинка, другому другая. Но все это возможно с последующей постобработкой. Плюс вы не планируете, вот допустим, в таком режиме съемки, снимать все это дело для того, чтобы транслировать в кинотеатре, правильно? Хотя, опять же, на iPhone снимают фильмы. В целом, разницу вы видите. Сказать, что где-то натуральные цвета, окей, да. Пиксель более натурально записывает, воспроизводит цвета, мое мнение. Опять же, это субъективно. И если сравнивать с Samsung, если сравнивать с Huawei и с iPhone 13 Pro, нет. Вы видите, насколько картинки здесь близки, правильно? Так что сейчас мы еще сравним фронталочки. И, разумеется, как же без теста фронталок. Теста фронталки на, получается, iPhone 13 Pro, на Pixel 6 Pro и на Huawei P50 Pro пока еще не замерз. Начинаю движение, вижу, как великолепно отрабатывает стабилизатор на всем, в принципе. То есть сказать, что стаб отрабатывает плохо, я не скажу. На Huawei по какой-то причине ширик, можно переключить на ультраширик. И вот обычное его условия для съемки мы сымитировали. Пожалуйста, можно снимать, можно идти. И еще раз повторяю, мораль, в принципе, всего этого ролика, что можно молиться на Pixel 6 Pro, но только из-за оболочки, потому что камера плюс-минус такая же хорошая, как и в его собратьях по цеху. Или по стоимости, правильно сказать, потому что все стоит примерно так же. $800 стоит iPhone 13 Pro США, $800 плюс-минус, даже чуть-чуть дешевле Huawei P50 Pro сейчас стоит в Китае, и также $800 стоит великолепный Pixel 6 Pro. И там, и там, и там картинка отличная. Насколько хорошо или плохо работают микрофоны и все остальное, вы сейчас сможете увидеть. Хотя мне по факту больше всего нравится, конечно, к сожалению, яблоко. Здесь прям совсем они умно
снимают. Хотя, еще раз отмечу, что Pixel 6 Pro является сейчас фаворитом с точки зрения, что он посерединке находится, ему легче. Еще сравню сейчас с OnePlus 9 Pro и с Samsung. Я думаю, что вам тоже будет интересно. И сейчас как по фэншую. Посерединке у нас находится Pixel 6 Pro. И слева от вас получается Xiaomi 11T Pro. И справа от вас OnePlus 9 Pro. Я не буду сейчас говорить про какие-то сумасшедшие цифры, но по факту Pixel 6 Pro посерединке 80 тысяч, эти два по бокам по 45-46 тысяч, притом это можно купить утрированно там в Петербурге, в Москве, в любом магазине маленьком. Они могут быть серые, могут быть черные, но OnePlus официально в принципе в России не продается. А Xiaomi-то умудрялись продавать 11T Pro, по-моему, самая низкая цена была 39. Но это кому-то повезло, так же, как можно сказать, что OnePlus продавались по 37, но там купили единицы. Основная масса покупала где-то за 39, за 40. Плюс еще таможенный сбор, так что 45, 45, 80. Чувствуете разницу? Я вам скажу честно, что чувствуется разница в первую очередь, когда вы получаете аппарат, когда вы вскрываете Pixel 6 Pro, вы открываете этот телефон, берете его в руки, и первая эмоция, если у вас до этого был iPhone, до этого OnePlus 9 Pro, до этого были какие-то там супер-мега флагманы, они что, пошутили? Я не юморю. По факту вот эта вот штука реально царапается об воздух. По факту эта штука снимает так же, как и все флагманы. И мне кажется, что сейчас не из-за кризиса полупроводников, по факту все, 300 тысяч раз по факту, все смартфоны данного типа топового могут соревноваться в первую очередь в цене. И когда мы посмотрим на рынок США, многие говорят, вот они недостаточное количество устройств выпустили. Убейте меня нежно, погуглите. Google Pixel 6 Pro купить в США очень просто. На официальном сайте, все еще в наличии, все цвета. 128 гигабайт, 256 гигабайт. Попробуйте купить iPhone 13 Pro, я за него не топлю, но их нет. Вопрос дня. Люди, которые имеют возможность прийти в магазин, к сожалению, у нас магазина Google нет. Взять в ручки Google и взять в ручки iPhone. Что выбирают? Да, к сожалению, они выбирают маркетинг, но в этом случае я соглашусь с ними. То есть, если бы я выбирал тактильно, визуально и по user experience, 2 часа зарядки. Ну, 2 часа это дичь. 2 часа это дичь, и дичь то, что они на данный момент сделали со сборкой. Либо мне так с аппаратом не повезло, либо расскажите, может быть, вам какой-то пришел другой. Меня прямо реально не радуют эти кнопочки, которые люфтят. И не радует очень сильно его подверженность царапинам. Ну так не делают, так никто не делает. Либо ты хотя бы продавай с этой пленкой, которая стоит копейки. $1 Google зажал. Вместо 799 поставили бы 800, правильно? Но не это самое важное. Давайте попробуем все-таки про стабилизатор. Я не хейтю его. Я бы его купил все равно, потому что это Google, потому что с Pixel 4 у меня ходит сын, и я ходил почти год, потому что Pixel 5a я разыгрываю, и потому что Google это в принципе хорошо, Google дает нам Android. С одной стороны. С другой стороны, ну а сколько они должны были за данный смартфон просить? $500? Нет, конечно. Просто хлопать в ладоши их процессору я не буду. Ну ничего в нем фееричного нет. Еще раз повторяю, никаких космических баллов в Antutu, ничего супер-мега крутого в нем нет. Он неплох, но топом не является. Так что в целом основные камеры отрабатывают так. Надеюсь, никакого супер-мега негатива у вас не будет. Вы сейчас можете видеть разницу. Возможно, для кого-то это поможет с решением купить тот или иной смарт. Все снимают хорошо, лично мое мнение. Только по-разному. И чем больше мы делаем тесты, я думаю, тем больше вам начинает нравиться камера у Pixel 6 Pro. Это фронталка OnePlus 9 Pro, Pixel 6 Pro, который великолепно снимает и ночью, и днем, и вы увидите примеры. Я даже не буду особо заморачиваться с тем, чтобы доказывать вам, что у него великолепное фото. Все увидите в обзоре. И к чему я? К тому, что у Игоря, у моего оператора, первая эмоция через 10 минут использования данного смартфона: камера крутая. Камера реально крутая, но сказать, что она круче, чем у супер-мега флагманов, лично я не могу. Почему? Потому что все решит постобработка, а пока мы ей еще не занимались. И будет еще зависеть от того, как все это будет выглядеть на большом экране. Вот я сейчас вижу, как ловит лютый пересвет великий ужасный 11T Pro.
Но опять же повторяюсь, мне Xiaomi нравится, как снимают. В целом все хорошо. Все хорошо и все можно чуть-чуть оценить. Но потому что происходит позади меня, однозначно, мне кажется, выигрывает Pixel. Потом идет OnePlus и потом печалится где-то Xiaomi-то. Сильно печалится. И как все так сильно любят 4К 60 FPS и попытка пробежаться с телефоном. Телефон в одной руке, в правой. Стаб работает по мне неплохо. Но опять же, я пока еще не спускался. Сейчас будем преодолевать препятствия, ступеньки и спускаться. В целом, если не растянуться, съемка хороша. И если вы будете ставить ее на паузу, вы заметите, что откровенных шумов либо каких-то смазанных участков в целом нет. Хорошо снимают, даже в движении. Понятно, что это не экшн-камера, и как от экшн-камеры ждать от нее ничего не стоит. Но если решите побегать с телефоном, теперь вы знаете, какую картинку вы получите. Стабилизация великолепна, иду пешком, с двух рук снимаю, но максимум 4К 60 FPS. Почему но максимум? Потому что, несмотря ни на что и вопреки всему, Samsung те же могут уже снимать многие 8К. При том, что кое-кто в 4К 120 FPS Vivat 9 Pro может снимать. И понятно, что это просто цифра с одной стороны, с другой стороны они могут вам понадобиться рано или поздно. Опять же, мы же покупаем телефоны не на один день, не на один год, особенно когда флагманы. С другой стороны, ну хорошо же снимает. Смотрим фокус, автофокус. А вот автофокус, кстати, вопреки всему, работает не молниеносно вообще никак. Вот сейчас он адаптировался и уже отрабатывает молодцом. А до этого нет, все равно подтормаживает. Примерно так же подтормаживает, как сканер отпечатка пальцев, который, как все говорят, но он работает всего-то в 2 раза медленнее, чем на Samsung. Всего-то. А почему он должен, в принципе, работать медленнее? Окей, допустим, ждем, когда они сделают обновление. У меня не было проблем в плане полного несрабатывания сканера, но вот то, что он работает медленнее, чем на S21, медленнее, чем на iPhone, медленнее, чем на OnePlus, это факт, это заметно, и это бесит с точки зрения того, что ты получаешь голый Android, а этот голый Android благополучным образом у тебя подтормаживает. Насчет внешки, на вкус и цвет товарища нет, я же его купил, с четким пониманием того, что я также его не буду продавать как Huawei P50 Pro, допустим, а iPhone 13 Pro. Просто чтобы был. Потому что это флагман, потому что пикселя выпускаются раз в год, потому что их не так много выпускается. Хотя, опять же, в США пиксель реально купить, а вот iPhone на данный момент нет. Уже месяца полтора у них дикий кризис, не хватает их. Так же, как плоек пятых. Хотя у нас купить без проблем можно. Но, опять же, у нас стоимость совсем другая. Мы покупаем не за 62 тысячи рублей iPhone 13, как мне привезли, а за сколько? За 80 с копейками. Считайте, что в США можно также у перекупа, в принципе, приобрести. В целом, вы уже заметили, насколько хороша камера в ночи. Если снимать с двух рук, цвет, блеск, красота. Это X2. Увеличение можно переводить. Притом автоматически включается стабилизация ручная. Показан мне значок. Хорош. Пиксель хорош. Один из лучших по мне по съемке ночью, однозначно. Если не лучший. Ну, единственное, с кем, наверное, стоило бы сравнить с iPhone 13 Pro. Но об этом вы мне сообщите. Интересен ли вам мой обзор на них? Потому что обзоров на данные аппараты будет море. Опять же, если у вас есть деньги, здесь решать особо нечего, потому что данный аппарат, так же как и топовые OnePlus и вообще любые, не продается официально в Российской Федерации. И все это будет втридорога.
И если выбирать за 98 тысяч, как на Авито сейчас висят Pixel 6 Pro или iPhone, однозначно покупайте iPhone и не думайте. К сожалению, даже альтернатив нет. Если вы в США живете, разумеется, $900 за версию Pro. Можно купить ее, только если вы не играете. Греется он. Забыл, очень захотелось мне на роллинг шаттер его проверить. Но роллинг шаттера у флагмана от Гугла нет. И это хорошо. Это все та же локация, которую я снимал сейчас с двух рук основной камерой. Сейчас снимаю фронталкой. Пиксели прямо везде. Везде шумы. Но ничего, зато видно красный нос, зеленую шапку и седые волосы в бороде. Значит, работает. Значит, пытается вытянуть информацию по максимуму. Если подходить к свету, то вообще цвет, блеск, красота. Как будто в студии снимаешь, правда? И вот она, фронтальная камера в месте, где снимает все плохо, и она вроде бы снимает неплохо. Это переход, ночь, 3 часа. Как вы слышите, кто-то даже помимо меня здесь передвигается. Стаб с одной руки работает не очень. При изменении освещения фронталочка отрабатывает на ура. Вот здесь, допустим, света вообще много. Вообще по красоте все. Pixel 6 Pro, Мурина, 3 часа ночи. И мы сейчас с вами с одной руки смотрим, как хорошо работает у фронтальной камеры раз стабилизация, и два, как она будет работать со светом, с изменением искусственного света, потому что сейчас я иду по лестнице, буду выходить на улицу. На улице не абсолютная мгла, потому что достаточно хорошее освещение здесь. У фронталки есть возможность ставить X и 1.4, зачем, не знаю. И после того, как я благополучным образом тестировал довольно большое количество OnePlus с их, скажем так, честно, древними фронталками, это вызывает как минимум уважение. Хотя, опять же, недавно у меня был на тесте Pixel 3, максимально древненький, и все равно все было неплохо. Хочу отметить, что в отличие от того же iPhone, здесь есть великолепная кнопка паузы. Разумеется, можно одновременно фотографировать, можно взять, если с двух рук снимать, ощущать, что у тебя прямо аппаратище, если с точки зрения стаба. Хорошо снимает, прям хорошо. Даже в таких условиях обстановки меня это дело радует. Опять же, как правильно все замечают, если взять, а я сегодня обязательно возьму, и вы увидите сравнение с основными камерами iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro, можно сделать так, что снимает лучше Pixel, можно сделать так, что снимает Huawei P50 Pro, можно сделать так, что iPhone лучше снимает. С точки зрения user experience я могу сказать, что фронталка у Pixel меня нереально порадовала. С точки зрения user experience я могу сказать, что все равно для инсты и всего подобного лучше iPhone, к сожалению, нет ничего, если вы делаете контент. Хотя там все сжимает, все вроде бы одинаково сжимает, но по моему экспириенсу, опять же, это не так. У вас может быть какой-то другой опыт. И я думаю, что примера данной съемки вам хватило. Очень-очень натурально передает цвета, в отличие от Samsung. У меня Samsung S21 в постоянном пользовании, на него я тоже снимаю. И в отличие, наверное, от чуть-чуть OnePlus, прошечки, грешат они. Pixel довольно натурально передает цвет. Прям натурально. И если что-то как-то изменится, то только по причине рендера. Хорош. Продолжение банкета 4К 60 FPS. Максимальное увеличение при фотосъемке X20. Логично, что это дело цифровое. Никаких X100 нет. Может быть, с прошивками допилят, но не факт. И опять же я напоминаю, что несмотря ни на что и вопреки всему, все эти сравнения телефонов дороже 700-800 долларов, а по факту так они и стоят в стоке, если вы живете в США, а у нас они стоят уже 1200-1300 долларов, они слегка притянуты за уши. Почему? Потому что мало кто на телефонах, либо даже ноутбуках увидит разницу съемки у Huawei P50 Pro, допустим, у Pixel 6 Pro и у iPhone 13. Правда, у iPhone
скорее всего, все-таки будет видно и у Huawei, потому что у Huawei есть объем, а у iPhone есть универсальность. То есть чаще всего они с разными условиями обстановки справляются лучше. Хотя, опять же, на вкус и цвет. Если сейчас смотреть, каким образом снимает тот же Pixel 6 Pro, на телефоне картинка дерганая. Хотя я уверен, что когда я буду рендерить, либо когда я скину на компьютер, все это будет в лучшем виде, в значительно лучшем. По ощущениям от аппарата, говорю, мне в первую очередь не особо нравится то, что он является стеклянным, но внешне выглядит как будто это пластик, притом довольно дешевый. Не нравится, что люфтят кнопки, и много чего не нравится. Хотя, опять же, он мне обошелся в те же $899. Единственное, растаможку заплатил. Но это не критично, это не 98 тысяч с Авито. Но 128 гигабайт за такие деньги. При том, что ничего нового, по большому счету, Google, кроме внешнего вида, мне не дали. И ожидалось, да, ожидалось какие-то нововведения. Вот эти все фишки из разряда переводчика онлайн, либо еще чего-то подобного. Но это программные штуки, которые, по большому счету, больше к оболочке. И не знаю. Возможно, у вас есть какие-то идеи, почему именно пиксели лучше всех. Не считая того, что это чисто Android, и он меньше всех лагает. Напоминаю, опять же, про сканер 100-й раз. И черт знает, когда они все это дело допилят. В целом X2 можно переключить. Камера снимает очень-очень-очень хорошо. Сейчас мы попробуем автофокус в режиме реального времени. Съемки много, потому что, скорее всего, вот именно в таких городских условиях, может быть, в чуть большей красе вы и будете тестировать данный аппарат, точнее юзать. Но я живу здесь, поэтому пока снимаю здесь. Что еще добавить? Добавить можно, что автофокус работал довольно быстро. Сейчас в тех же условиях вы увидите фронталочку. Снимаю с двух рук. Несу нафиг уши для тестирования. Фронталка у Pixel 6 Pro работает отменно. Как я говорил, при съемке ночью она работала ничуть не хуже. Сейчас съемка ведется в не очень солнечный день, точнее вообще без солнца, слегка пасмурно, но в принципе света хватает, потому что тучи не плотные, снег идет довольно медленно, и я не подтормаживаю, я просто чуть-чуть замерз. В целом X1.4 можно делать, зачем, не знаю. Фронталка работает с одной руки хорошо, с двух рук. Вот сейчас я помогаю ей пальчиком. Стаб работает волшебно. Если пробежаться, ну, во всяком случае, шумов мало. И это одна рука. Нет разблокировки экрана по лицу, кнопка блокировки очень туго нажимается, да и в целом кнопки люфтят. Нет ЭК-порта, нет разъема под мини-джек, нет возможности расширить память. Цена примерно $899, и опять же смотрим по ссылке в описании, где я конкретно брал и каким образом. Я брал из Google Store через посредников. Оплатил доставку, оплатил таможню, и вот он на обзоре. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, а они появятся, потому что с завтрашнего дня стартует Черная пятница. Может быть, все будет еще дешевле. Резюмирую, девайс интересный, цена тоже. Сказать, что полноценный телефон отрабатывает свою стоимость, я не могу, так как минимум переплата за бренд, и тут еще немного, и он бы сравнялся с Яблоком. Но несмотря на это, телефон в целом хороший, работает отлично, да, иногда греется как утюг, но в целом даже то, что Яблоко в зависимости от нагрузки перегревается до 50 градусов, у меня он на прожарке так грелся. Завтра будет стрим на лайв-канале, посвященный Черной пятнице, будем делиться, кто что купил. Буду советовать вам, покупать что-то или нет за конкретный ценник. Но учитывая курс рубля конкретно для России, это, конечно, печаль по сравнению с 11.11. Никакие промокоды этот курс не перебьют, потому что рубль съел 8% от промокодов, которые максимум могут быть на 15%. Если бы конкретно по этому девайсу ценник был хотя бы на $100 дешевле или продавался бы он в России, можно было бы бежать, покупать и не думать. Как он снимает, мне очень понравилось. Девайсу однозначно да. Завтра обзор на AirPods 3 в сравнении с OnePlus'ами. Добра и удачи вам, дорогие друзья!